Всем привет! Добро пожаловать! Меня зовут Яна. В этом видео мы будем голосовать за работу на сентябрь, мы будем смотреть результаты, итоги июля и планы на август. Давайте с вами начнем с любимого, с голосования. И слив-то, безусловно, тоже любимое. Значит, если вдруг вы у меня на канале впервые или недавно присоединились, мне кажется, отличное видео для знакомства. И это все мои начатые процессы. Я его снимала в начале года. Там не сильно что-то изменилось. Но, тем не менее, что-то да изменилось. И, в общем, в этом видео можно узнать, что за безобразие тут происходит. Посмотреть все мои начатые на начало года процессы. Там серьезно изменилось, всего 4 работы я закончила из тех. Так, извините, это я смотрела, выключила ли я утюг. Значит, 4 работы я всего вышла с начала года, поэтому изменения там несущественные, видео актуальное. Если же я понимаю, что не всем интересно смотреть видео там 7-месячной давности, есть вариант посмотреть просто в таблице. В описании под этим видео есть вся информация, все ссылки. В таблице есть продвижения мои, превью. Ну, по многим работам там такие продвижения, что ничего особо нет, но есть превью. Просто когда открываете таблицу с телефона, я знаю, что не всем видны названия и производитель или автор. Но по описанию, если вы пишете, что вы видите на картинке, мне понравилось в предыдущем видео была какая-то такое описание, что я сидела и тупила, и думала, у меня нет такой работы. Там что-то, какое-то чудовище в городе или что-то такое. Это было про работу с Гаргульей в Париже. Вот, я прям сначала зависла. В общем, это интересное такое упражнение для мозгов. Вспомнить, что за процессы. Так вот, к чему это все такое долгое? Ну, те, кто давно смотрит, уже знают, что нужно проголосовать за одну работу. Я знаю, что многие не могут выдержать и голосуют за несколько. Но в идеале за одну работу. И большинством голосов я выберу одну работу, которую буду вышивать в сентябре, на 1500 крестиков ее продвину, и еще одну работу рандомно выберу. Поэтому для рандома оставляйте отдельный комментарий, не комментарий к какому-то чужому комментарию, там, да, присоединяюсь, вот это вот все не посчитается рандомно. Оставляйте прям отдельный комментарий, чтобы был шанс у работы, за которую вы голосуете, победить в рандоме. Значит, я в следующем, соответственно, видео, которое будет в следующих итогах, да, уже буду тогда анонсировать, что там будет в сентябре. Я, кстати, скажу пару слов еще про это голосование, что-то сегодня так затянуто, я об этом говорю. Давно не снимала, да, с 20 числа не снимала ничего, забыла, как это делается. Значит, еще про голосование. Я говорила, что, возможно, я сделаю... Мне же хочется в этом году повышивать по чуть-чуть все работы, по чуть-чуть хотя бы по 1000 крестиков. И я думала сделать отдельное видео про те работы, которые я еще ни разу не брала в этом году, чтобы вы выбрали из тех работ, которые я ни разу не вышивала. Здесь вот у меня выписаны все работы. Вам не нужно сейчас все это видеть, просто посмотрите, что розовым выделено. То, что розовым выделено, это я либо уже просто повышивала чуть-чуть, либо повышивала и закончила, если ярко-розовый. Видите, как много работ, которые я еще ни разу не брала. А я хочу до конца года все как минимум на 1000 продвинуть. Вот. Я думала об этом, но в итоге я подумала, что я справлюсь сама, а вы можете голосовать действительно за прям вообще любую работу, которая вам понравится.
Жду ваши комментарии. Всегда говорю, что это одно из любимых видео. Очень мне нравится потом смотреть, как меняются ваши предпочтения, как некоторые, наоборот, очень стабильные в своих предпочтениях. Ну и вообще смотреть каждый раз. Голосуют за разные работы, да, побеждают. Ну, один раз у нас там совпадало, не суть. В конце видео мы посмотрим, что мне выпало на август. Так, переходим к июлю. Значит, я не буду говорить про все результаты июля, снова показывать все работы, потому что работ было много, там было, по-моему, 15 работ я в июле продвигала, многие работы я продвигала всего лишь там 1000 крестиков. Есть у меня видео с неделями, в этих неделях были показаны все эти работы. Я не принесла Мабон, которую я продвинула в этом месяце на 3000 крестиков, потому что я в неделях очень подробно говорила. Я принесла только те работы, которые я двигала вот с 21 числа, когда я закончила снимать недели, до конца месяца. Я закончила снимать недели в июле, потому что вернулся из командировки Маркитас, мой молодой человек. И, ну, поскольку он возвращался всего на неделю, мне хотелось максимально время с ним проводить, а не вот в съемках. Поэтому я и вышивала не так много и не снимала вообще. Вообще ничего не снимала. Вот. Еще я в предыдущем видео, в последней неделе, предложила вам задать вопросы мне. Я посмотрела все вопросы, еще на какую-то часть, вернее, я там на вопросы не отвечала, но просто благодарила, да, и еще не всех поблагодарила, не успела, но я ожидала, конечно, что будет меньше вопросов, но мне очень приятно, что вопросов много, что есть интерес, разнообразные классные вопросы, на которые сложно будет ответить просто да, нет и так далее. Поэтому видео обязательно будет, но, наверное, я буду его записывать какими-то частями, потому что, еще раз повторюсь, вопросов много. Если вы мне не верите, зайдите в предыдущее видео, посмотрите, там действительно так надо будет основательно снять. И мне хотелось бы, конечно, уместить это все в одно видео, максимально компактно, но посмотрим. Я пока не принималась за это видео, но просто хочу сказать, что в этом видео тогда ответов на вопрос не будет, потому что их действительно много, я уже болтаю вообще неизвестно о чем, и все никак не будет. Так вот, сейчас мы будем смотреть, что я продвигала в июле последние 10 дней. Я вам честно скажу, я не особо готовилась к этому видео, потому что Маркитас уехал буквально вчера ночью. Вчера и сегодня у нас зима. У нас зима, вчера и сегодня 28 градусов. Я вчера целый день гуляла, сегодня я тоже гуляла, но подумала, что как бы надо снять, надо потом это будет еще когда-то монтировать. И вот собрала, ну так, обычно я как-то более основательно готовлюсь. Так, все, давайте уже к главному. Давайте прямо с главного и начнем. У меня был финиш. У меня был финиш, это 4-й финиш года всего лишь, это анимоны от Алены Савченко. Я сделаю еще приближенные кадры, посмотрим на эту работу поподробнее. Значит, она, видите, такая не особо большая. Я не помню сколько, я не принесла цифры, как я говорила, какую-то вот бухгалтерию, прям совсем-совсем я сегодня вам рассказывать, показывать не буду, потому что я к ней не готова. Букет не маленький, не большой, такой приличный. Потому что он, может быть, по размеру не совсем большой, но все-таки там и крест, и полукрест, и много бэкстича в 1-2 сложения 2, по-моему, цветами, да, белый и черный, фрузелки разных цветов. Значит, в целом, наверное, работа не самая легкая. Это мой 3-й букет от Алены. Я вышивала еще 2 в какие-то 20-21 год, что ли, что-то, я не помню, 20-й, наверное, год. И вот те букеты были самые, ну, на тот момент новые вышедшие. А вот этот букет, по-моему, первый у нее вышел, и он посложнее. То есть он объективно посложнее, чем все остальные. Здесь и более частая смена нити, цветов. Ну, я про цвета. Мне кажется, что побольше цветов, но я не буду врать. Я не сравнивала прям совсем так детально, но по ощущениям больше. Больше
Ну, или, может быть, бэкстич. В общем, я в какие-то моменты, когда заканчивала уже работу, так изрядно устала. Я работу закончила, на самом деле, только благодаря вам. Эта работа мне выпала в большинстве голосов, когда мы выбирали работу на завершение. И на завершение там была одна работа, да, я ее завершила, и вот второе место получила эта работа, поэтому я ее заканчивала, потому что, обещала закончить. В других обстоятельствах я бы оставила там вот эти вот последние 500 крестиков, с которыми я там в последний день, да, мучилась, я бы их оставила. Меня, честно говоря, измотала немного работа, потому что я в последние моменты вышивала вот эту вот часть, да, вот эти стебли. Они, кстати, сами стебли именно в крестиках не такие уж тяжелые. Там есть и бленды, их немало, но тем не менее ничего такого прям совсем сложного нет, одиночек нет. Хотя были какие-то там одиночки в других местах, а вот именно в этом месте нет. Но здесь такой бэкстич. И вот в ягодах, просто после ягод у меня случились вот эти стебли. И там, видно, наверное, белый и черный и в одну, и в две нити, и я там что-то как-то подустала. Я обычно говорю, что я не люблю полукрест, но вот в этом букете я, скажем так, отдыхала на полукресте. Фрузелки, кстати, нормально дались. Фрузелки, я не знаю, говорила я или нет, что они в 2 цвета, 3 цвета фрузелков. Значит, вот в самих анимонах внутри, да, беленькие и желтенькие, а на ягодках вот здесь черненькие. Вот, значит, мне очень-очень нравится этот букет. Мне его подарила в 2020 году на мой день рождения Ксюша маленькая. Ксюша, большое тебе спасибо. Мне Ксюша на самом деле подарила там несколько схем. Или она мне сертификат подарила, а я вот обменяла на схему. Для меня это то же самое, да? Я взяла 2 букета. Вот этот. И, по-моему, был еще букет, там, по-моему, пионы, тоже такой светленький, плюс-минус такая же гамма, хотя светленький, это нельзя назвать светленьким, да, такие тоже сиреневато-голубоватые цветы, там, по-моему, гортензии и пионы. В общем, какой-то там вот тоже из первых букетов. И я эту работу вышивала на розовый Белфаст, это 32-го каунта, и я думала о том, что второй букет я тоже буду вышивать, они парные. Вот. И у меня заготовлен этот кусочек. Когда-нибудь, да, я, наверное, буду вышивать его, но не в этом году. Во-первых, у меня год без стартов, я не могу стартовать. А во-вторых, я, честно говоря, измучилась, и когда дошила, вот это сказала, больше никаких цветов. Значит, я не люблю вышивать цветы. Я, в принципе, к сюжетам с вышивки, сюжеты с цветами вышивки, я к ним достаточно равнодушна. Не потому, что мне не нравятся цветы, мне нравятся цветы, но, не знаю, мне, во-первых, скучно, во-вторых, скучно вышивать, скучно на них смотреть. Я могу признать, да, красиво, но меня должны как-то цеплять, наверное, цветы. Я люблю цветы, когда вот там они, я не знаю, маковое поле, вот они в поле. А в букетах именно вышивать я не очень люблю, поэтому у меня не так уж много цветов, но тем не менее вот бывают, что меня цветы цепляют. Значит, вот эти меня цепляли, во-первых, анимоны, мне кажется, очень красивыми цветами. Мне кажется, я их никогда не видела в жизни, но на рисунках они все всегда потрясающие. А еще здесь много ягод, а ягоды мне нравятся. Вот цветы не нравятся, а ягоды нравятся. Вот. И, да, здесь еще гамма цветовая очень понравилась. В общем, я у Алены вышивала 3 букета, как я уже говорила. Вот один, она меня уговорила на первоотшив, другой мне реально прям вот самой очень-очень понравился. Там были синие орхидеи, а я все, что сине-голубое, это мне надо автоматически. И вот этот, опять-таки, здесь достаточно много синего цвета присутствует. Вообще, если в дизайне присутствует много сине-голубого, я на него буду очень внимательно смотреть. И потом уже в зависимости от того, если возьмет разум вверх, то я откажусь, допустим,
от дизайна, который, ну, вот я знаю, что я не люблю вышивать цветы. А если разум не взял верх, то я вот беру и потом мучаюсь. Ну, зачем я вообще это взяла, я же не люблю вышивать цветы. Вот, ну, еще раз, букет мне очень-очень нравится, он очень классный, но вот дался он мне непросто. Мне кажется, я очень много про него говорю, оформлять не планирую, я его не стирала, он проглажен, ну так, знаете, чтобы совсем уж не стыдно было показать, все-таки законченная работа, но я не стирала, то есть все вот эти вот соломы у меня, они отлично отстирываются и потом отглаживаются, влажное, то есть это не то, что вот все это никак не отгладить. Говорят просто иногда, да, что лед, вышивать 5, потом заломы, и у меня этого не происходит, я не первый раз вышиваю. Но я просто сейчас приняла решение для себя, что я не буду стирать работы, которые я не планирую сейчас оформлять. Они потом лежат в рулоне, не в рулоне, я их разматываю, я их показываю в каких-то итогах, они все напачкаются, я их трогаю. Поэтому что зря стирать 150 раз, поэтому пока нет, может быть, в конце года все оптом постираю. Так, хватит про анимоны, давайте еще. У меня случился маленький финиш, он тоже не стиранный, потому что, опять-таки, я каждый месяц вышиваю вот эти по одной штучке и потом показываю, и периодически показываю их все вместе. Я сегодня все не принесла только ту, которую вышивала в этом месяце. Но я их все лапаю, и вот чтобы они не запачкались до там, декабря или января, когда я там буду это все оформлять, я решила не стирать. Значит, это 7-я... Как это назвать? В общем, я это планирую в подушечке оформить, поэтому подушечка. Значит, здесь было все очень в тему. Значит, у нас, ну, как я вам уже сказала, 27 градусов, жара, прекрасно все. В следующем видео, я буду снимать опять недели в августе, вы увидите, что у нас там сакура вовсю цветет. Вчера ходила, как раз поснимала вам потрясающие, в общем, цветы кругом. Уже зима как бы вышла из чата, да, вообще никакого настроения зиму вышивать у меня нет. Я в июле делала, да, вот эту вот неделю рождественских работ новогодних, и вот там как-то еще было в тему, было холодно. Не то, чтобы у нас сейчас все больше не будет холодно, завтра опять похолодание, но все равно в мозгу уже курс на весну. Я сегодня ходила в юбочке без всего там с голыми ногами, в маечке, ну прекрасно. Поэтому вот эта работа была очень в тему. Значит, здесь, видите, и у овцы, у самой эти какой-то тут веночек на шее с цветами. И вот здесь цветочки, рыбки, и вот тут цветочки. С одной стороны, вышивалось это потяжелее, потому что, видите, в этих цветочках там в серединке по одному крестику, то есть тут 3, надо как-то то ли протянуть, то ли закрепить. И вот тут тоже так, а сам цветочек еще по 4 крестика вокруг. В общем, оно такое более частое еще же вот тут в ногах у нее цветочки. В общем, цветочков много. И вот так это все вышивалось. Но, тем не менее, все равно в радость, потому что вот как-то весеннее настроение, несмотря на то, что это цветочки, да, как вы знаете, так себе люблю, вышлось очень хорошо. Так что вот 7-я уже готова, будет в августе, соответственно, 8-я, как положено. Двигаюсь по графику. Что еще у меня по графику? Значит, карта мира от Панны. Может быть, бликует, но я думаю, что все вы ее знаете. И на заставке она была. И это, в общем, все та же карта мира от Панны. Я сегодня не буду разматывать, немножечко уберу вот безобразие, а так не буду я снимать. Я, как вы можете видеть, переместилась вот в угол. И, наверное, вот тут вот чуть-чуть видно, что я закончила вот эту вот рамочку с бэкстичем совсем. В общем, норму в 4000 крестиков в июле я выполнила. И большую часть я вышла, то есть там 3000 я вышивала вот в полушарии, как и хотела, как и планировала, такую достаточно самую... Ну, не самую сложную, да, ту часть, которая мне дается сложнее. Это вот материки, земля, там, ну, короче, все, что там в полушарии. Там еще эти
кораблики, потом будут рыбки, они все там буквально по 2-3 крестика, и меняется нить. И это все сложнее, поэтому я июль так ударненько посвятила этому, и я думаю, что весь август я буду шить рамку. Я еще раз в этом видео разматывать не буду, потому что, ну вот реально недавно переместила, и здесь еще можно повышивать, но в неделях, наверное, если не в первой неделе августа, то во второй неделе августа, то есть не в следующем видео, а через видео, я наверняка покажу все это в развернутом виде, ну, либо даже уже в ближайшем выпуске. Так что, как только буду менять, обязательно сниму и вам покажу, как это все в развернутом виде выглядит. Я, когда сама переставляла, сразу такой спойлер, выглядит впечатляюще. Такое, знаете, я прям смотрела сама и думала, что я собой горжусь, что вот прям двигается. Здесь еще нет 40%, но дело к этому близится, там 38 с небольшим. И я прям под впечатлением. Ну, понятно, что это проект года, я и так и планировала, и иду я в целом в том ритме, в котором я хотела. Естественно, я эту работу в этом году не закончу, я и не планировала ее заканчивать, но я удивлена, что я там не устала, не забросила, не придумываю причины, почему бы мне не вышивать или какую-то неделю взять выходных от этой работы. Нет. Все двигается замечательно и по плану, я очень-очень рада. Дальше, значит, опять-таки все не по порядку, что как лежит, так и лежит. Помните, у меня, значит, вот эти анимоны, я говорила, что это была работа, которую вы выбрали на завершение. Там была голосовалка, кто не смотрел, ну, в принципе, уже можете не смотреть, потому что это все не очень актуально. Я, соответственно, после того, как закончила анимоны, посмотрела, какая следующая работа заняла большее количество голосов, то есть располагалась на 3-м месте, и это был кролик от Мика. Наверное, я сейчас все равно вставлю превью, чтобы вы посмотрели, как это выглядит, но, в принципе, серия эта достаточно известная. И вот я планировала в последнюю неделю, поскольку анимон я должна была закончить за неделю до окончания августа, то на последнюю неделю августа у меня должно было продвинуться кролик уже на 1000 крестиков. И здесь оставалось в целом 4 с чем-то, то есть я планировала 1000 вышить в августе, остальные 3000 с чем-то там 1000 в июле и остальные 3000 с чем-то в августе, и за 3 недели этого кролика закончить. Но я не успела вышить 1000, я вышла где-то там 700. Но я наверстаю это в июле. Вот пока выглядит вот так. Он, кстати, хорошо вышивается. Я вышиваю на мурана, в горох, да, вот этот вот голубой, синий мундир, я не помню, как это называется, но, в общем, в горох синий. Вышивается комфортно, цвета такие нежные, приятные. Будет такой хороший, упитанный, толстенький кролик. Вот, поэтому... Пока все замечательно, движется хорошо, и мы обязательно в августе будем смотреть в неделях этого кролика и увидим его финиш в августе, обещаю. Дальше, уже запланированное мною, самой выбранные, это колланы. Я беру в месяц, стараюсь брать, не всегда получается, одну работу на темной основе и продвигаю ее на 1000 крестиков. Значит, с колланами было достаточно сложно, потому что я выбрала вышивать вот в этом участке, да, вот эти вот звезды, вообще все, что желтое, рыжее, ну и немного вот этих вот бежевых цветов, они появились в этом месяце, и в рыжем, желтом там есть и бленды, есть и такая, россыпь достаточно большая, крестики на темной основе у меня получаются светлыми цветами, очень кривые, я даже как-то уже, я смотрю, и меня это немножечко расстраивает, но я для этого ничего не делаю для того, чтобы как-то ситуацию изменить, там специально никак не укладываю крестики, как получается, так и получается. Мне в целом при дневном свете вышивать эту работу комфортно, но когда свет дневной исчезает,
не то чтобы я не вижу с лампой, вижу, но мне как-то вот не так комфортно, как при дневном освещении. Поэтому я работы эти темные беру только утром, а утром, знаете, бывает и работа, и прогулки, и еще какие-то дела, и получается, что не получается сильно двигать. Но 1000 запланированную я на этой работе вышла. Вот, готова. Дальше у меня был, ну, то есть я уже начинала эту работу, но надо было закончить норму, а норму я себе придумала в 2000 крестиков. Так, сейчас я дотянусь. Значит, тоже, может быть, будет бликовать, но вы видели наверняка на превью, я там стою с этим набором. Ну, если ничего, если все по плану, да. Значит, это какая там зимняя тишина, по-моему, по-русски это называется, да. Dimensions, мой первый Dimensions Gold Collection, я буквально его начала и решила в этом месяце продвинуть на 2000 крестиков и продвинула на 2000 крестиков эту работу, и вот так выглядит 2000, ну тут 2 с небольшим, потому что что-то я там вышивала в декабре 22 года, а вот все остальное прибавилось сейчас. Вышиваю я на родной основе, которая была в наборе. Это Аида 16-го каунта, такого сизого цвета, голубовато-серого. Значит, как сказать, какие у меня первые впечатления? Сначала мне было страшно, я говорила об этом в неделях, что вот как-то страшновато, но нет. Объективно, в общем-то, пока на этом участке я могу сказать, что карта, конечно, сложнее, чем Dimensions, но бывает здесь, конечно, и частая смена нити, разбросанность вот это вот, и я уже чуть-чуть пошила полукрест. Вот этот вот сиреневатый цвет, да, оттенок, это полукрест. И не могу сказать, что я получила большое удовольствие, но я, в принципе, не люблю полукрест, а тут он в 3 нити, будет дальше там и в 4, и в 5, пока я до этого удовольствия не дошла. Есть, видите, вот такие вот, тут, например, вот 2 цвета одним цветом, вернее, 2 крестика одним цветом, 2 крестика другим крестиком. Господи, 2 крестика одним цветом, 2 крестика другим цветом. Ну, короче, да. Что я могу сказать? Очень интригует, например, вот деревья. Здесь дерево вышивается. Ну, я знаю, что в Диме это так часто бывает, особенно люди рассказывают, когда лица вышивают, и у них там какие-то коричневые цвета, какие-то ярко-розовые цвета. Они там пугаются, что что-то не так, но знают, что это Dimension, что выглядит странно, но все будет хорошо. У меня, в принципе, те же эмоции, хотя я лицо не вышиваю, я вышиваю дерево. Здесь оранжевый цвет. Это береза. Опять-таки, не знаю, бликует, не бликует, но береза. Ну, наверное, все знают. Я его сейчас буду поближе показывать, потому что хочу кое-что показать. Короче, это береза. И, значит, здесь часть ствола вышивается каким-то, ну, вот прям оранжевым цветом. Я не могу сказать, что он прям яркий, но он такой персиковое мороженое, знаете, вот. И каким-то таким сиреневатым цветом, ну, цвет сирени, такой не сильно насыщенный, а вот такой припыленный. Вроде, ну да, береза, она белая, ну, серая, ну, бежевая, но сиреневый, оранжевый. Очень странно. Вот тут вот этот цвет тоже. Это будет другая береза. Ну, да, я понимаю, осознаю, что потом это все ляжет в нужном направлении. Я понимаю, что это тени, то есть я все понимаю, но вышивать странно. Но странно в том плане, что интересно. Интересно, и я поймала себя на той мысли, что вот я норму вышила, которую запланировала, в общем-то, на весь год по этой работе, но откладывать не хочется, снимать с пяльца не хочется, хочется там дальше, может быть, продвигать. Но я понимаю, что как бы пока не получается, у меня очень много других работ, которые тоже очень хочется продвигать, поэтому вот так. Хочу кое-что вам показать, кое-какую деталь, которую вот я там разглядывала. Поскольку все очень мелкое, вот сейчас буду пытаться вам показать на превью, что меня тут смутило. Я, когда
взялась вышивать, ну, я вам показала, да, вот этим сиреневым цветом полукрест. Вот, да? Вот этот вот полукрест. Я решила проверить, в каком направлении он вышивается, что он идет по нижнему стежку или по верхнему стежку и так далее. И я сначала посмотрела просто в превью. И мне показалось, что, смотрите, ну вот здесь, вот тут, все вроде как по нижнему. Ну, по нижнему, если учитывать, что крестик вышит, как я вышиваю, да? А потом я посмотрела вот в зелень и обратила внимание вот на этот участок, видите? Это вроде как полукрест по нижнему стежку. В общем, тут в превью, видимо, ошибка, не закрыли эти крестики. Ну или у меня что-то со зрением. Я проверила несколько раз в схеме, не в перенаборе, да, а вот именно в схеме, и там это все крестики должны быть, да, вот этого зеленого. Это бленд, на самом деле, зеленый с черным, и там он только в крестике, но вот тут вот не закрыт. Ну и, да, потом уже, соответственно, я поняла, что, видимо, все-таки полукрест идет по нижнему стежку, что здесь вот просто вот ошибочка. Но сначала как-то она меня смутила. Вот, ну, у меня, видите, по превью. Не, на самом деле я просто не закрыла, мне там нитки не хватило, я оставила это на следующий раз. Но примерно вот такая ситуация нарисована у нас здесь ну, не нарисована, а вышита на превью. Сначала меня это все очень смущало. Ну и вот эти березы, да, видите, что это березы? Рыжий, вот этот рыжий цвет и сиреневый цвет. Вот, ну, прикольно, очень вышивается. Мы, кстати, я не помню, в каком-то из видео я сказала, что вот это вот зелень, да, мне написали, что вообще-то зимой зелень-то не бывает. И я, понимаете, со своей зимой и 26 как-то не сразу поняла, о чем речь. И, типа, это, наверное, какие-то ветки елки. Ну, да, как бы по логике вещей, да. Вы знаете, я пытаюсь об этом не думать, потому что на елку мне это не очень похоже, или какая-то это елка-монстр, либо я не понимаю просто, как она там просвечивает. Вот это вот очевидно, что какая-то елка, вот тут тоже елка, а вот это вот я не понимаю, как вот эти вот листья елки попали в кадр. Ну, попали, наверное, все-таки это, да, что-то хвойное. Непонятно откуда, но не суть. Мне как бы картинка, даже если это вдруг береза забыла опасть, то мне тоже все равно нравится, все красиво. Так, возвращаемся на место. Наверное, с Dimensions все пока. Вышиваю я, нитки как были, вот я сплела косы, вышиваю по перенабору в Саге, скачанный где-то там в интернете нашла, но сверяюсь со схемой, видите, мне все время что-то кажется, что надо что-то перепроверить на всякий случай. Еще раз, сложно, но нравится. Так. Мне остается рассказать вам про одну работу, которую еще я вышивала в июле. Это халапеньо. Мне очень захотелось ее взять, хотя я понимала, что как-то я не очень успеваю, но мне захотелось ее взять. Давайте я покажу превью. Давайте я все-таки выну. Это золотые ручки. И сейчас я вам тоже покажу. Я не буду сегодня в этом видео подробно прям на ней останавливаться. Вот она, прекрасная халапеньо. Я тут... мне много что есть сказать, но расскажу как-нибудь в неделе, поспокойнее, иначе это видео никогда не закончится. Я эту работу начала в этом году. Это пока на данный момент мой единственный старт был начат в день рождения мамы, потому что эта работа будет для мамы. Я здесь вот вышиваю с мая, то есть 3 месяца, совсем по чуть-чуть, 2 раза в месяц беру. Я думаю, что это будет основной работой в следующем году. Но вот в этом году я планирую каждый месяц брать. И вот пока такая тенденция, что я 2 раза в месяц беру. Ну вот в мае 2 раза взяла, в июне 2 раза взяла, и в июле 2 раза взяла. И там
получается примерно 700-800, ну, короче, до 1000 крестиков суммарно каждый месяц. Я думаю, что я эту тенденцию буду поддерживать, и в августе тоже возьму 2 раза, как минимум. Это мы так плавно переходим на планы на август. И там вам расскажу, что потому что я тоже очень внимательно разглядывала превью, потом искала отшив, были подробные фотографии, детальные фотографии на канале у Яны «Ворчание бобра». Там был еще и исходник. Я и исходник проанализировала. Все проанализировала. Что-то мне там... Но это я потом расскажу, поближе покажу. Но пока вот вышивала участки, которые меня меньше смущают. И вышивала я примерно вот этот вот, да, как коричневатый фон. Не очень интересно было в этот раз в плане цветов, но интересно в плане... сочетание, я не знаю, видно вам вот так вот издалека, потому что все-таки работа будет большая, наверное, детально прям ее никто и рассматривать не будет, ну, допустим. Потом еще посмотрим поближе детально. Здесь, например, вот в этих вот песочных цветах есть бленд, который вышивается в 2 нити, а есть солиды, которые вышиваются в 1 нить. При ближайшем рассмотрении это видно, потому что что-то более выпуклое, что-то менее выпуклое. Но при этом это какая-то вот, знаете, дорожная пыль или какое-то, я не знаю, пыльное облако. Что хотел сказать дизайнер этим разным сочетанием нитей, и я пока не понимаю, но в целом нормально. Просто мне кажется, что... Вот близко, когда смотришь, видно, что крестики на самом деле более-менее ровные. Но когда издалека смотришь, и вот эта вот неравномерность тут в 2 сложения, а тут в 1, оно смотрится как-то, ну, как будто бы кривовато. Ну, либо у меня загон какой-то. И хотела еще сказать, что здесь я тоже шью по оригинальной схеме, по... все материалы из набора. Аида из набора, а Аида здесь 18 цвета. Цвета, господи. Белого цвета 18 каунта. Бывает же такое. Скажешь какую-то ерунду. Значит, планы на август. Планы на август у меня следующие. Я планирую все теплые дни гулять и мало вышивать. Но значит, весь август до конца, прям августа, до 1 сентября, Маркетс у меня в командировке. Когда я одна, я, конечно, гуляю, работаю и так далее, но у меня больше времени, я скучаю и так далее. И я поставила себе зеркало. Сейчас это отвлечение. Я поставила себе зеркало. Короче, я когда сейчас снимаю, я снимаю не на фронтальную камеру, поэтому я себя не вижу это раз. Я не вижу, идет запись или не идет запись. Однажды я что-то там записывала, вот спустя почти там сколько лет? Год? 2? Почти 2 года айфону он начал периодически так брать, и в процессе записи мне, все, погасло, и все, запись окончена. И это не потому, что нет места. Я не знаю, что происходит, редко, но бывает. И когда я вот записываю какие-то такие длинные ролики, это не очень приятно. Потом это приходится выяснять, на чем мы остановились, и что я там говорила, и обратно это все рассказывать. А знаете, когда по 2 кругу это говоришь, то уже получается не то. Что бы это ни произошло, я поставила зеркало напротив. Поэтому я периодически смотрю, вылезаю ли я в кадр, идет ли запись и так далее. Но зеркало надо, знаете, вот как-то вот так вот поискать там его. Так, все, отвлечение закончилось. Продолжаю. Планы на август у меня гулять, пока будет тепло, и вышивать, пока будет холодно. Пока Маркетса нет, чтобы не было не скучно, я буду снимать вам вышивальные недели. И получится их 4 недели, да, в августе, а потом уже все остальное. Еще в августе я хочу вам снять ответы на ваши вопросы. Если вы пропустили это видео, у вас какие-то вопросы, лучше их оставить в предыдущем видео. Можете видео даже не смотреть, просто откройте предыдущее видео и оставьте там вопрос. Мне будет все-таки проще, когда это все в одном месте. Но если неудобно, можете оставить и здесь, можете в Телеграм написать и так далее. Но просто пометьте, что это туда. Я вам там отвечу в видео в отдельном. Еще раз, я сниму-то его в августе, но постараюсь смонтировать до конца. Посмотрим, там очень много вопросов.
И еще я очень надеюсь, кстати, надо написать шефу. Шефу надо написать по поводу покупок. У меня, значит, были покупки, и я надеюсь их в августе все получить. Они были разные, там, в разных местах, и вам покажу. Сниму видео. Если они ко мне приедут. Не то чтобы я... Ну, ладно, шефу надо написать. Короче, мне шеф должен... Он там не шеф, а шефесенок, я его называю. Это сын шефа. Но он на такой главной должности. В общем, все мне никак не привезет. Надо его попинать, чтобы привез. Так. Дальше. Что я буду вышивать помимо халапеньи в августе? Давайте посмотрим. Значит, я уже показала, куда я его дела, что я буду заканчивать кролика. Вот он. Вот. Закончу. За 3 недели отгадаю мелодию. Там, да? С 2 нот. На август я себе поставила цель вышить 5000 крестиков на карте мира. Почему 5? Потому что там получается почти 5 недель. Я решила, что у меня есть 2 варианта. Либо 4500 в августе и 4500 в сентябре, а можно 5000 в августе и 4 в сентябре. Вот я пока решила, что 5000 в августе. Но если вдруг что-то пойдет не так, то 4,5. Вот. Помните, да? В следующем видео или через одно покажу вам в развернутом виде. Там так красиво, да. Красиво. Ой, как сама не нарадуюсь. Так. Следующую овечку буду вышивать. Уже в следующем видео в неделе покажу какую. Там она будет такая... 2 их. Вот. Теперь... Нет, еще не теперь. Попозже. Про ваш выбор попозже. На темной основе я выбрала работу от Саверки опять. Каланы были от Саверки. И вот это от Саверки. И это 2 дракона. Отныне навеки называется схема. Превью появляется. Здесь 2 дракона. Почему я выбрала эту? У нас в августе с Маркетисом годовщина, на которой он будет отсутствовать. Зато будут присутствовать драконы. 1000 выше. Не очень много здесь, конечно, прибавится, но хочется, чтобы продвигалось. Может быть, к 10 годам. В этом году у нас 9 лет. А может быть, к 10 годам я вышью. Кого я обманываю? Так. Дальше. Я не принесла некоторые работы. Я уже говорила, да, что все, весна у меня уже все, зима закончилась. Вообще, зима закончится 20 сентября. Но у меня все, у меня настроение весеннее, хочу тепло, лето, праздники. Я буду вышивать в этом месяце, ну туда ближе к концу месяца, разные цветочные сюжеты. Но поскольку я устала после анимонов, цветы мы задвинем конец августа. Но они такие цветы уже, знаете, хочется сказать, не бесячие. Нет, там будут бесячие тоже. Которые вот маки от Вознесенской, например, а там я их уже вышла маки, поэтому мне там морюшка остается. Что там еще будет? Глициния от Алиса Князь. И будет еще сирень. Ну, короче, это будет потом в видео. В общем, будут цветочки, будет весна. Курс на весну. Еще я выбрала несколько работ в категории вне категорий. Потому что у меня есть категория набор, на темной основе, сезонная, да, вот цветочки сезонные. А есть то, что никуда не приткнуть. И к этому неприткнутому у меня относится Алтай, схема от Катерины Саитовой. Да. Да. Я вот здесь, вот видите, очень много начала. Водица течет. Вот буду вышивать. Это, опять-таки, лен 32-го каунта винтажный. Зачем? Я там не буду небо вышивать. Халтурить буду. Так, еще. Это вроде как и вне серии, а вроде как и вполне себе летняя, весенняя, потому что скоро пора сажать помидоры. Томаты, значит, будут у меня. Я вчера, когда запяливала, очень долго думала, куда мне двинуться.
Но решила все-таки заполнить, потому что, видите, они тут как бы наметились, ну, тут чего-то не хватает, тут чего-то не хватает, тут этого помидора не хватает. Все-таки я решила это дело закончить. Все работы, которые я вам сейчас 3 показала, да, и драконы, и Алтай, и помидоры, это все я по 1000 крестиков хочу продвинуть в этом месяце. Еще одну работу, которую я хочу продвинуть на 1000 крестиков, я по секрету вам скажу, что я ее уже вчера чуть-чуть повышивала, немного вышла, но тем не менее. Просто в неделю вы ее увидите в том виде, в котором я ее только-только брала. Значит, захотелось мне что-нибудь обязательно еще одно Мурана. Я вышивала кролика на Мурана и вспомнила, что Мурана на самом деле прекрасно. Вот. Я знаю, что многие говорят, что нет, что там что-то толкается. Очень уважаю ваше мнение, но я с ним что-то как-то не... Иногда, знаете, иногда вот Мурана как-то бесяче себя ведет, но я уже что-то давно не помню, чтобы она так себя вело. Не помню я таких. То есть я помню, что мне в какой-то момент что-то с Мурана вот тоже раздражало. А сейчас я кролика взяла, да восхитительно. Там такие крестики классные получились. Не знаю. Короче, вот я больше вас не понимаю. Вот так вот. Будет здесь... Это называется схема открытия мира фантазий, по-моему, так. Там девочка читает каким-то веселым существам книжечку. Превью есть. Вот. И, по-моему, это Викдолин. И тоже 1000 хочу здесь выше. Здесь, кстати, не так, что прям совсем просто. Здесь много четвертей. Но нормально. Все равно нормально, классно. И... нет. Не и. Набор. Значит, с набором тут вообще как-то вот... Сейчас. Я решила почему-то в начале года, я не знаю, что мне там вот приспичило, я решила, что вот все работы я могу взять там по несколько раз в году, а почему-то наборы, не почему-то, а вот наборы, у меня их 13, карту мира я вышиваю каждый месяц, потому что это проект года, а все остальные 12 работ, тогда не было еще хлопини, я распределю, значит, по работе на каждый месяц и буду вышивать, не 1000, а 2000 крестиков. Почему 2000 крестиков? 2000. И на самом деле я так примерно прикинула, что, во-первых, у меня 2 долга по наборам, которые я выбирала на, по-моему, февраль-март или март-апрель. Вот. И, в общем-то, это лишние 1000 крестиков, которые как бы вот... Несправедливость он какая-то. Вот на этой работе я вышью 1000, а на наборе 2. Ладно, на наборе 2. Вот, поэтому я думала, что, может быть, с этого месяца все-таки делать по 1000, а потом подумала, а почему? Вот на других я 2000 сделала. В общем, сама себя загнала в какие-то странные рамки. Теперь вот никак не могу договориться с самой собой. Ладно. Как минимум 1000, но вообще в идеале 2. Значит, я на этот месяц выбрала себе работу. Я знаю, что ее многие любят, очень многие вышивали. Она мне, как всегда, тут клеится. И это вот алкашня. Настроение. Настроение от Марии Искусницы. Вот. Да. Август, настроение вот такое. Цвета здесь потрясающие. Давайте я покажу, что я здесь ничего пока не вышла. Вот тут какие-то апельсины. Надо будет обметать основу, потому что, несмотря на то, что это Аида, она у меня умудряется вон, видите, висит. Короче, вот апельсинки какие-то наметились, бутылочка какая-то наметилась, фон повышивала, но особо ничего не продвинулось. Вышиваю на родной основе Аиде. Я смотрю, у меня ощущение, что она как-то немножечко запачкалась. Нет, кстати, это, наверное, от теней какие-то такие ощущения. Или вот тут на сгибах все-таки. Но вообще она лежит в пакетике, убранная, но надо, конечно, вышивать, а не держать ее вот так. Так, не знаю, будет ли вам видно или нет, нас решила посетить моя ненаглядность. Давай, лысопоп, иди сюда. Не идешь? Иди сюда. Так, давайте я пока, если смогу, затмить красотку мою. Покажу ниточки. Смотрите, какая, сколько голубого, сколько синенького, зелененького. Тебе нравится? Вот. Так.
Так, теперь она смотрит в зеркало, мы обе смотрим в зеркало. Что же вам там видно? Вот, цвета потрясающие. Ну и вот буду стараться вышить 2000 крестиков на этой работе. Я, как вы видите, не особо организовывала. И на самом деле работы эти у меня, наверное, с какого-то 17-го, что ли, года. В общем, давным-давно. И я их не особо двигаю, потому что... Мне сначала было дико неудобно вышивать одной иголкой наборы вот с той организацией, из которой она там есть. Сейчас я как-то больше стала вышивать наборов, как-то приноровилась, уже поняла, что как мне удобнее. И надеюсь, что все-таки буду двигать. Ну, вот карту мира двигаю, значит, я смогу, наверное, все-таки продвинуть. Поэтому в этом году на 2000, а дальше буду как-то вот... делать упор на наборы в том числе. И мы дошли до главного. Ну, может быть, не до главного, но до очень интересного. Выбор зрителей. Давайте сначала посмотрим, как я рандомно выбирала. Я вот предварительно сразу скажу, во-первых, на YouTube что-то там дурит иногда YouTube и... ваши имена, фамилии пишет какими-то там значками. Я иногда кого-то не узнаю. Вот, поэтому... А еще... кстати, давайте все на «ты», да? Я просто там вот выкать буду, потому что я все время предлагаю давайте тыкать. Мне привычнее. В Аргентине мы тоже все здесь ко всем на «ты», и в том числе ко взрослым людям, пожилым. А у меня соседка, я ей как-то что-то начала на «вы». Она говорит, ты меня старой считаешь. Очень они приятнее, привычнее всем на «ты». Я понимаю, что в России, может быть, не совсем так. Вообще, в принципе, в русскоязычном сообществе, наверное, это не очень привычно и все еще. Но мне кажется, что мы все молодые, все прекрасные. Давайте друг другу тыкать. Я просто комментарий, когда открываю, там на «вы», и я как-то автоматически сразу перестраиваюсь в русской речи тоже на «вы». Но на «ты» лично мне приятнее. Так. И еще что я хотела сказать по поводу выбора. Может так показаться, что я как будто бы не рада. Я просто это делаю в ночи, и все время потом сама, когда пересматриваю, думаю, почему с такой интонацией, почему что, как будто меня заставляет кто-то. Вот, на самом деле все работы я люблю, и то, что выпало, мне тоже нравится. Давайте посмотрим, что же мне выпало. Дорогие друзья, у меня остается очень мало батареи на телефоне. И я надеюсь, что все запишется. Я, соответственно, выбираю случайный комментарий, где мы выберем работу на август. Голосую за красную шапочку, пока не забыла. Спасибо, Оля, за ваш комментарий. 1500 крестиков на красной шапочке будет вышито в августе благодаря вам. Ура! И вот она, красотка. Значит, я надеюсь, что это та красная шапочка, потому что есть еще у меня РТО «Золотая рыбка». Там волк в красной этой косынке, и кто-то, шутя, называет ее периодически «красная шапочка». Если вдруг это было все в шутку и был волк, пока я не начала, я надеюсь, что Оля мне напишет и скажет, что это как бы не то. Вот, если все-таки то вот она, красная шапочка. Это схема... Чья это схема? Катерины Чайковской. Значит, превью тоже сейчас у вас на экранах. Я ее вышиваю тоже на Мурана, кстати. Хотела Мурана, вот тебе Мурана. Да, значит, я вышиваю ее на Мурана. В прошлый раз, когда я ее брала самостоятельно, я там, во-первых, долги развела, потом, когда я доделывала долги, видите, у меня тут в шапке пропуски. Я цвет не могла найти. В общем, теперь я цвет нашла. Была у меня где-то вот моток, лежал, и я все найти не могла. Теперь я его нашла и буду радостно вышивать. Значит, здесь мне нужно будет вышить 1500 крестиков, потому что ваш выбор, я всегда делаю 1500 крестиков. Думаю, что я буду двигаться в девочку вот сюда ниже, но посмотрим. Во-первых, жду от Оли подтверждение, что это та самая красная шапочка, а не волк. Вот. То есть волк-то тут тоже есть.
но вы понимаете, да? И большинство голосов, значит, прежде чем я буду говорить про большинство голосов, вернее, не прежде, а параллельно, хочу рассказать, что там и как голосовали. Я всегда очень люблю анализировать вот это вот все, ваши голоса. В этот раз голосовали за 29 работ. У меня их 67 минус 4... Ой, 60. Размечталась, да? 97 минус 4, то есть 93. Ну, там плюс хлопень, неважно. 93-94 работы у меня сейчас. И вот голосовали аж за 29. Мне всегда очень приятно, что такое разнообразие в выборе. Но большинство работ, как обычно, получили по одному голосу. И было ощущение, конечно, сговора, но такого вот долгожданного сговора, да. 8 голосов получил Эдгар Аллан По. Вот он в таком виде сейчас. Я не помню, сколько мне здесь остается. Точно меньше 5000 крестиков. Здесь надо, видите, голову как минимум доделать. Здесь все будет черное, будет ворон. А я, наверное, превью, да, ставлю. Вот. И внизу будет там тоже и черное, и красное. Я сама очень хотела. Это тоже, кстати, Мурана. В общем, Мурана на весь месяц у меня очень много. Это авторская окрашивание работы. Я, к сожалению, не помню, чья это основа. Я ее чуть-чуть докрашивала. Мне надо было еще чуть-чуть, хотелось еще чуть-чуть, еще более грязную тряпку, и я ее вот немножечко по краям, видите, темненьким прошлась. Значит, здесь я тоже буду вышивать 1500 крестиков. Расскажу, за что еще голосовали. Значит, большинство, да, как я сказала, работ получили по одному голосу, и вот за красную шапочку, я надеюсь, что за эту красную шапочку прям люди, которые писали красная шапочка, не золотая рыбка, не красная шапочка РТО, простота золотая рыбка, да, и обычно пишут либо золотая рыбка, либо волк от РТО. Вот, и это отдельно волк тоже сколько-то голосов занял, а вот это заняла получила 3 голоса. И как бы на втором месте у РТО было 2 голоса. У кого еще было 2 голоса? Мабон, осенний сэмплер от Ланкевич, лама от Совиного леса и праздничный жук. Все остальное получила по одному голосу. Что я вам хочу сказать? Что на этой прекрасной ноте мы не прощаемся, а я вам напомню, что если вы еще не проголосовали на работу, вот так вот с пальчиком, понимаете? Если вы еще не проголосовали за работу на сентябрь, обязательно проголосуйте. Вы знаете, что я это очень люблю. Вы наверняка тоже очень любите ждать, когда там что выпадет. В сентябре, еще раз, выберу опять точно так же 2 работы, большинство голосов и что? И рандомно. На этом все. И следующее видео будет уже неделей. Я надеюсь, что вам все понравится. Те, кто ждут Буэнос-Айрес будет в недельных видео, да, во влогах. А сегодня все. Мне кажется, я наболтала и так очень много, поэтому заканчиваем. До новых встреч. Спасибо за просмотры, за лайки, за комментарии. Подписывайтесь, если не подписались. И всем пока.